девочки, большое спасибо, что пришли. Нам пришли Таня и Женя, и я хочу их попросить их рассказать, каково же это вообще учиться в нашей школе. Представьтесь еще раз, пожалуйста, откуда приехали? Меня зовут Таня, я приехала из Санкт-Петербурга, и я здесь уже в Японии с апреля 23-го года, получается, где-то месяц. Марта. Мы приехали в марте, мы приехали в конце марта, мы приехали вместе как юнит. Вот, мы живем вместе, всю подготовку делаем вместе, документы подавали вместе. Меня зовут Женя, кстати. Вот, я подсмотрела посещаемость девочек, я как-то не ожидала, то есть там почти 100%. У меня 100%. Вау, 100%, где с 9,2. Один день, предатель, да. Вообще, почему Япония? Как появился интерес к стране? Вот почему вы решили, что все, нужно приезжать в Японию, учить японский язык? Как Можно случилось? Ну, с аниме, вот. Идейно должно быть стыдно, но мне не стыдно. Потом вся остальная культура, включая там японские романы, музыка. Очень многие у нас и в классе, много ребят, которые приехали, потому что нравятся японские певцы. Вот, популярная причина. Вот, но самое главное, мы 4 года назад тоже вместе приезжали в Японию как туристы на там 16 дней. Вот. И было ощущение, что просто... не знаю, страна подходит для жизни здесь на более длительный срок. Вот, и тогда же, это был 2019 год, вот, когда мы решили, я еще была студентом, что я закончу вот университет, и мы вместе приедем на обучение. Вот, но в 2020 году начался коронавирус, и вот мы приехали в первую возможность, в первый год, когда границы были открыты. Можно было приехать, да. А вообще, как ожидание и реальность? То есть, одно дело это приехать в Японию туристом, другое дело это приехать в Японию студентом. Ну, это, мне кажется, две разные вещи. Вот как вообще, как впечатление? Ну, если ты подготовлен, например, я до приезда прочитала всю возможную информацию, литературу, которая есть в интернете, посмотрела все интервью, какие-то рекомендации от других студентов и других школ. Также я посмотрела все видео от Канарина, которые были в интернете. Да. Поэтому у меня не было ожидания реальности, потому что я ко всему была готова. Больше, наверное, разошлось в том, что я готовилась к большему, а оказалось не так все страшно. Ну, это хорошее отличие. Да. Может быть, мне просто моему опыту везет, чем тем ребятам, которые рассказывали о своем опыте, что на самом деле происходит, что вот отличается от того, что представляют люди до приезда. Поэтому было хорошо. Можно немножко добавлю, нам повезло, потому что мы живем в общежитии на Такаичибе, где очень много русских. Вот, и нам повезло, что со всеми первым, когда еще уровень японского не очень большой, не очень понятно, как вообще построена жизнь здесь, вот рутина чисто. У нас таких было штук 10 человек в нашей общаге, которые точно так же не понимали, что происходит, но мы вместе там туда потыкались, сюда потыкались, этот банк посмотрели. Здесь там сим-карту, когда начинаешь делать, все там сравнивают тарифы, еще что-то, все друг другу помогают. Кто-то знает японский получше, может за ручку отвезти тебя в мэрию и помочь нам разобраться с документами, там, с переездом, если адрес нужно менять. Вот. Да, если приезжаешь один или приезжаешь Ну, опять же, нам Канрин помогает в этом смысле, и к Полине всегда можно обратиться, поэтому нет ощущения, что ты вообще без страховки здесь совсем. Да. Если уж у нас разговор зашел об общежитии, расскажите, что такое жить в шеар-хаусе, то есть вы снимаете комнату вдвоем, как нравится, не нравится жить в шеар-хаусе, хотелось бы снять квартиру или в планах, собственно говоря, продолжать жить на Такаичибе, и какие вообще цены? Ну, в общежитии мы можем сказать только вдвоем. Во-первых, тесно, но нормально, в принципе. Там комнаты небольшие, но мы практически слиплись, поэтому мы одна клетка, одна мозговая полосочка вот такая, поэтому нам нормально. И у нас был хороший канринин до этого, было легче адаптироваться к жизни. Управляющая. Да. Сейчас немного по-другому изменилось, но такаичибское общежитие тем удобно то, что там сразу ты платишь за все, за интернет, за utilities. Тебе не нужно дополнительно контролировать, сколько ты эйкона использовал зимой, летом. Просто включаем, днем греемся сколько хотим, выключаем, чтобы экологию спасти немножечко. Поэтому такаичибское общежитие удобно, но
удобно нам, потому что мы вдвоем мы платим ячинно Да, пополам. вдвоем нет варианта лучше, на мой взгляд, чем Да. такое чипское общежитие, потому что очень много общежитий, и другие ребята, которые не русские, например, живут в других шейр-хаусах именно, очень часто история, что нельзя просто жить вдвоем. Даже у нас в общежитии менялись правила, но просто мы не одни такие, кто живет на одну комнату вдвоем. Сейчас заселяться новым ребятам в такую чипскую Да, нельзя к сожалению, вдвоем. Лафа девочкам очень повезло, потому Мы что последнее Лафа вагон, закончилась. мы вагон запрыгнули. Вот, и мы сказали, мы не одни такие, поэтому сказали, ну в смысле, как вы нас расселите, вот так нечестно, бу-бу-бу. Вот, и нам разрешили жить вместе, вот, и нет, мы сейчас платим чисто за жилье плюс все utilities, да, то есть электричество, интернет, вода, все, 45 тысяч вот мы пополам. Наша комната на человека. 90 тысяч комната. На данный момент, но, к сожалению, лавочка, как сказал, лавочка прикрыли, уже больше не получится заселять в это замечательное близкое к школе общежитие по такой цене, ну что же. Ну вот насчет снимать квартиру, для нас это нерентабельно, чисто вот по цене у нас сейчас идеальная ситуация, но ребята очень многие у нас и из класса, и из школы просто, кто жили в этом общежитии, но жили одни да. они все съехали, вот, потому что для них практически дороговато и меньше. Понятно, что нет, сейчас сделали ремонт в комнатах, поставили собственную кухню, но она вот такая крошечная, вот, поставили стиралочку, но нет сушилочки, сразу против. В Японии нужна сушилочка. Оно само ничего не сохнет. Есть на первом этаже, недорогая, но 100 йен за 30 минут ты платишь. Единственное, что качество соответствующее 100 йен, качество сушки такое же. Вот. И для людей часто история, что лучше съехать, вот, потому что ты сам распоряжаешься своим пространством, ты сам распоряжаешься своей кухней, вот. И, по сути, в нашем общежитии многие, кто остался, это ребята, которые живут вдвоем, вот, потому что для нас лучше варианта сейчас не найти. И главное то, что учитывать, что когда ты переезжаешь в квартиру, на ближайший год-два ты строишь свою жизнь вокруг вот этого района. Потому что если ты раньше контракта съедешь, понятное дело, будет какие-то страйки за съезд, месяц, там, два оплаты тебе не вернут. Поэтому мы, так как мы не знаем в ближайший год наши планы, да, у нас идеальное место сейчас такое. И плюс большая сумма первоначального взноса, которая тоже нужно из бюджета выделять много сразу на это. Хорошо, спасибо большое. И еще вопрос про японский язык. То есть учили ли до приезда в Японию, какой уровень был и какой уровень стал за получается, то время. То есть сейчас у нас это интервью пишется в декабре, а девочки приехали в конце марта, начали учиться в апреле. Ну, я приехала мы попали, по сути, в один класс, так что можно сказать, что уровень, по крайней мере, по распределительному тесту у нас один был. Вот, это середина Мина no Nihongo, то есть это N4, между N4 и N5, то есть это у тебя есть N5, ты знаешь хирогану, катакану, некоторое количество канзи, некоторое количество супер-супер простой грамматики, вот, базовой. Ты еще не можешь, по сути, разговаривать в реальной жизни, только общие фразы. Вот. Мы начали учиться с конца первой Минны, вот, и сейчас, неделю назад, мы написали N3, вот, N3 был простой. Мы считаем, что N3 был простой, и мы сдадим, вот. Так что вот этот первый начальный этап от «я знаю несколько базовых фраз, несколько базовых грамматик и умею писать хирогану, катакану», до этапа «я могу разговаривать с японцами», как-то вот на уровень жизни мне хватает с запасом, меньше, чем за год, за 9 месяцев легко. Вот, но хочу заметить, что девочки у нас очень хорошо учатся, не пропускают школы, вообще очень ответственные. К сожалению, не для всех студентов это будет по щелчку пальцев, но вот есть кого брать пример. Как вообще вы узнали о школе и почему решили выбрать школу? И могли бы вы нас посоветовать своим друзьям? Я знаю, что вам посоветовали друзья школу, нас, скорее всего. История длинная, я попробую кратко. Я ходила в Питере на курсы японского языка при японском центре. И там тоже ребята, которые сейчас тоже в Конвене учатся, мы с ними подружились, Маша с Антоном. И когда мы планировали поехать, мы вначале планировали на краткосрочные курсы и ехать в Токио, в другую школу. Но так как был коронавирус, у нас все поменялось, и понятное дело то, что на долгосрочную перспективу учиться в Токио не только по цене школы, но и проживание в месяц выйдет в копеечку. Поэтому мы рассматривали больший такой
школ. Диапазон, спасибо большое. Диапазон школ. И как раз Маша, с которой мы учились вместе на этих курсах, она посоветовала, вот сейчас рассматривала, она ходила на курсы, которые онлайн здесь бесплатные были от Конрина. Было дело. Которых вроде сейчас нет уже, да? Сейчас нет, к сожалению. Лавочки прикрываются друг с другой, ребята. Просто быстрее нужно приезжать, пока что-то еще не Конрин еще есть. Вот, и она сказала, вот, есть такая школа, я походила, сейчас переписываюсь с Полиной. Полина став русский, она переписывалась с ней, наверное, за 7 месяцев до подачи документов. И я даже делала Excel-табличку сравнения всех школ. Ого! У меня очень все подробно было, по цене, по расстоянию, чтобы выгоднее. Мы сравнили и в итоге остановились на Конрине. И поэтому приехали. Спасибо. Рекомендуем ли мы Конрин, конечно. Да, дополнительная информация я узнала, я тоже приехала, я абсолютно не знала, но выяснилось, что у меня в этой школе тоже есть двое знакомых. То есть, которые просто приехали вне зависимости от меня вообще, они тоже сделали свою сравнительную табличку, видимо, и тоже выбрали Конрин, абсолютно независимо от нас. Вот, поэтому какая-то общая, видимо, тема. Рекомендую. Спасибо, очень приятно слышать. Дальше хочу спросить о байте. Вообще, получилось ли найти байта? Если да, то как байтите где? Ну, пока что из нас двоих на байта хожу я. Мы, на самом деле, планировали пойти на байта примерно практически сразу же, там, через месяц, чтобы вначале почилить немного, а потом мы откладывали каждый раз. Ну, слава богу, что мы заранее подготовились, у нас были определенные суммы денег скопленные, чтобы мы могли спокойно жить не в стрессе, того, что у нас нет байта. Но вот байта я где-то в ноябре, в конце ноября в конце октября нашла байта. Я на самом деле, мы просто ресерчили на разных сайтах, что-то выбирали, но в чате Конрина Полина как-то скинула, что приходил рекрутер в отеле, набирает став, и мы подумали, это самый такой вариант, у нас не будет шанса отвернуться, мы просто сейчас напишем Полине, типа, что да как, и у нас не будет вариантов, что может завтра это сделать. Полина быстро реагирует, Полина сразу же, вы завтра приходите, я позвоню, мы договоримся. Все, да. И уже на следующей неделе, в понедельник, мы пошли на Монсенсу. На интервью. На собеседование, да. И после... Или в пятницу было? Мы сразу. Да. Прошли, сказали, можете со следующей недели выходить, когда вам удобно. И я решила, что эта работа не самая популярная, я бы сказала, это house cleaning в отеле, то есть нужно комнату убирать, менять постельное белье. На первых этапах было тяжело, но в любом случае, что сразу ты себя не скажешь, может подождать. Я сразу начала работать, и ставка очень приятная была для подработки в районе не Токио, имеется в виду. Плюс они оплачивают проезд, поэтому я выбрала эту работу. И пока что жду результаты М3, Когаку сдала или не сдала, пока что с такой хорошей ставкой хочу на это продолжить, потом уже, так как уровень выше будет, и можно будет пробоваться в более места, где больше conversation, общения, чтобы развивать свой японский. На данной работе японский используется немного, но по сравнению с другими отелями, например, больше, потому что у нас есть совещания по утрам, и слушаешь, говоришь, отвечаешь на вопросы, созваниваешься с другими коллегами, так что... Ничего себе, вау, вот это интересно. Ожидание было то, что ты просто будешь убираться и уходить, никто с тобой разговаривать не будет, потому что там много иностранцев, но все иностранцы, которые работают в этом отеле, они все знают японский. Это все азиаты. Все вьетнамцы. И одна русская Галина. И Галина. Да. Хорошо. Если уже зашел разговор о хорошей ставке, с хорошей ставкой, это у нас какая ставка? Но у меня 1200 в час. Да, это действительно хорошая ставка. Я добавлю, что я почему отказалась от этой работы, хотя мы ходили на собеседование вместе. Я сейчас на связи с школой английского языка, такая Экаева это, вот, где полностью
ты разговариваешь и со стафом, и с учениками на английском, то есть японский там в принципе не нужен, он желателен, но не обязателен. Вот, у них ставка может вырасти до 1500, да. Вот, поэтому... Но что важно понимать насчет байта в Японии, на минимальную ставку можно жить. Она может кусаться в плане, что, не будет денег на карманные расходы, но ты можешь себе позволить выживать на это. Вот, в любом случае. То есть можно пойти в суши-ро, стоять на... За 1000 йен, 28 часов в неделю, получается, можно заработать больше, чем 100 000 йен в месяц. Да, и даже вообще без японского. И с помощью Конвина тоже. То есть, если уж совсем крайне тяжелая ситуация, когда очень нужны деньги, нужна работа вот прямо сейчас, и нет возможности, там, есть N5 или N4, и нет возможности бегать по собеседованиям и выделываться тем, какой у тебя клевый японский, можно найти байта за очень короткие сроки и на это жить. Вот, это важно. Может быть, не самая приятная работа, где-нибудь уборка, работа на кухне, но тем не менее. Главное помнить, что надо, как девочки сказали, иметь при себе запас денег, чтобы было чем оплачивать школу и оплачивать общежитие, потому что если этого запаса нет, то вам не понравится, что будет происходить. О ценах в Японии, именно о ценах на жизнь, то есть сколько вообще в месяц уходит денег. То есть аренда 45 000 йен, так, у нас дальше проезд, получается, еда, развлечения, вот как. Мы совершенно очень экономные. Мы ходим в школу пешком, полчаса туда, полчаса обратно, но жить можно, также спорт. Вот. Я живу из бюджета, у тебя даже поменьше, по-моему, получается, 85 000 на все про все. То есть 45 000 из этого на общежитие и utilities, понятно. На 40 000 можно жить, вот, то есть это все остальное. Вот, плюс я на самом деле трачу чуть больше, там 90-95, вот, потому что я там хожу в караоке с друзьями, в ресторан, езжу в Токио. Если ты ездишь в Токио, рассчитывай на то, что ты потратишь больше, чем ты заложил себе на бюджет. Токио не дешевый город. Вот, также мы не покупаем фрукты. Будьте готовы к тому, что фрукты очень дорогие. Откажитесь от фруктов, кроме консервированных. Никаких яблок, яблоко раз в неделю. Да. Я ни разу яблоко за всю жизнь не Я тоже, меня угощали только, я плакать начинала счастливыми слезами, да. Учитывая то, что я работаю, у меня нормальная зарплата, я тоже захожу в магазин, я смотрю на фрукты, я смотрю на яблоки и думаю, что возможно в другой раз. Да. У меня, кстати, бюджет совершенно, наверное, чуть поменьше. Вначале, когда мы приехали, у нас очень был такой жесткий бюджет, у нас было где-то примерно 5000 в неделю. Ух! Да, это ух. Но если ты живешь например, рядом со школой, не ездишь в месяц, за месяц ты не выезжал никуда, кроме школы. И сам себе готовишь. То 5000 в неделю нормально. То есть можно питаться не так, что ты будешь голодным. 3 раза в день, с мясом, может быть, меньше овощей. Да, но и даже сладкое можно покупать, то есть, но это не выезжаешь. Как ты только думаешь, что хочу выехать в Токио, ты, в принципе, в Токио можешь потратить недельный бюджет сразу 5000, просто поесть и куда-то сходить, все. Поэтому вот бюджетное проживание с выездами за пределы своего района проживания у меня выходит где-то 3 мана в месяц. Плюс 45 000 за общежитие. Чуть меньше, чем у меня. Я не готовлю дома. Но я также не ем почти. Спасибо большое. Еще несколько вопросов. Какие вообще планы после выпуска из школы? Работать. Но работать уже в компании. То есть искать работу на полную ставку, переходить на рабочую визу. Я думаю, что у большинства людей, кто закончил университет в своей стране, это основной, так сказать, рабочий вариант, потому что поступать куда-то дорого. Вот, понятно. С N3 можно найти работу, лучше с N2. Вот, поэтому сейчас план доучиться в Конрине до сдачи N2. Вот. И дальше уже бегать по собеседованию в костюме со всеми делами. В общем, да, это правильно. Кстати, кем вы были, какие у вас профессии и на что вы хотите метить в Японии? Я закончила экономический университет, факультет региональной экономики и природопользования. В целом, моя специальность это что-то типа аналитик, но я больше в своем работала в сфере обучения, то есть я не продавала, была менеджером по обучению за рубежом. В принципе, можно найти какую-нибудь языковую школу и сказать, что у меня вообще это опыт есть, работа со студентами и оформлением документов. И у меня такие больше софт-скиллы, когда управление группой, то есть я была
так сказать, ведущим специалистом в своем отделе, в IT-компании, которая работала, и просто раздавала задачи своим подопечным, контролировала работу, давала работу. В таком плане. Я даже не знаю, как это писать. Тебя нанять. Вот, софт-скиллы поехали. А сейчас ренчу делаем, моего будущего мэнсетсу. Раньше делаем. Я редактор-переводчик, что означает для меня, что мне, чтобы получить работу по специальности в Японии, нужен на самом деле N1. Вот. Но при этом вот та же самая Маша, Мария, с той же самой специальностью, что у меня, чуть большим опытом и в более прикладной сфере, говорит, что можно с N2 найти работу, она просто будет не очень интересна, это будет, скорее всего, перевод рекламных текстов, копирайтерства, вот, у меня свободный английский, вот, что помогает, вот, но, как бы, что я буду делать чисто со своим дипломом, чисто со своим опытом в России, вообще непонятно, не помогает, вот, самое главное, это иметь какой-то скилл, который ты можешь предложить компании, для меня это английский, вот, иметь уровень японского, иметь сертификат японского, и самое главное, очень сильно хотеть работать в этой компании. Или показать, что ты очень сильно хочешь работать в этой компании. Какой диплом у тебя, неважно. Главное, диплом, желание и английский. Да. Японский. И рубрика, значит, совет от сэмпая. Вот, что бы вы хотели знать перед тем, как приехать в Японию? Какой бы вы дали совет сами себе перед тем, как приехать сюда? Или же что вы хотите сказать тем студентам, которые только думают приехать в Японию? Вот, что нужно знать? Ну, во-первых, конечно же, чем выше у тебя японский, тем ты меньше потратишь денег на обучение, тем раньше ты сможешь приступить к тому плану, ради которого вы приезжаете в Японию, это либо работа, либо дальнейшее обучение. И, конечно, это больше денег, что для комфорта. Чем больше денег. Для безопасности. И для безопасности, да. Себе прошлой ничего не скажу, потому что я ко всему была готова. Денег достаточно, подготовила всю информацию. В принципе, я приехала готовой. Но кто сейчас готовится, чтобы знать то, что подтягивать японский... Да, с нулем не приезжайте. Это будет... Вы выучите японский, просто это будет дольше и быстрее самостоятельно выучить у себя, где-то месяц потратить хотя бы, чтобы полмины пройти. Это будет большой плюс, вы сразу же один семестр скипнете. Плюс сейчас еще такая ситуация, что я рекомендую, если есть возможность, настоятельная рекомендация, сделать карту нероссийского банка. Вот, потому что если она есть, много проблем решается на старте. И также нет вопроса каждый божий день, закроются ли последние банки, которые переводят из России. Ну да, вот. Такая жизнь актуальна. Да, если есть возможность сделать в Казахстане или в Грузии или где-нибудь, сделайте. Вот. Это, наверное, большая такая... Но в целом в Конрине очень хорошая поддержка студентов, поэтому... К вопросу о безопасности, о собственном чувстве, как бы, не умру ли я здесь от голода, и там не окажусь ли на улице, нет, не окажетесь, скорее всего. Вот. Плюс тут очень много русских, в этом плане даже, можете с проблемой обратиться не только к Полине, но к одноклассникам, если у вас будет в классе одноклассник, то, скорее всего, у вас будут в классе одноклассники, да? Наверное, но не факт. Да, возможно, русских много, да, это плюс для русских. Рассчитывайте на своего доброго одноклассника шри-ланкийцев. Они точно будут. Да. И у них точно будет карта не русского банка. Да, кстати. Вот, ну спасибо большое за интервью, за уделенное время. Спасибо. Спасибо.